Поболтаем об энергетике человека. Где точный атлас нашего энергетического строения? Науки Древней Индии, тантра и йога рассказывают нам о чакрах. Это внутренняя система устройства энергетики. И говорят об ауре. Это ее внешнее строение. Есть сведения об энергетике и в других системах, в буддизме, например. Прямым видением чакры напоминают цветовые фонарики, свет, покрашенный цветом. С неоднородностью потока есть пульсация и стержень. А спектр цвета, к примеру, чакра центрального может быть от темно-изумрудного до салатового. И это, кстати, показатель. Треугольников, квадратов, цветов с лепестками, а уж тем более символов в чакрах мы не видим. Значит, атласа энергетического строения человека сейчас нет. Спас дает прямое видение. И я искала у людей белый чакр. На картинках мы видим многотысячелепестковый белый лотос, очень красивый. А смотрю на людей, не вижу. Где он? Куда делся наиважнейший для нас белый чакра, дающий возможность, наверное, видеть многомерность нашу, осознавать многомерность. Мы не можем сопоставить его важность, так же, наверное, как слепой от рождения никогда не сможет понять, насколько он обделен и что такое полноценное зрение. Возможно, таков же ущерб у современного человека. А мы, конечно, не можем говорить об отсутствии белого чакры. Мы скорее говорим о его угнетении, о неполном развитии. Но вот и интересно, а что же происходит? Почему такое состояние человечества на данный момент? А что сегодня мы знаем, опираясь на Спас? Наше понимание такое – свет, белый свет. Мы на белом свете живем. Свет, преломляясь, расщепляется на спектр, дает радугу. Затем, чуть уплотняясь, дает чакры, оболочки. Еще чуть уплотняясь, мы получаем слой психического. И еще далее проявляется слой физического. Так проявляется свет в материи. Человек – это проявленный дух, уплотненный свет. Спас видит и может измерить рулеткой на расстоянии от физического тела человека 9 оболочек. 3 появляются сразу при рождении, 6 достраиваются к 11-12 годам. А может, не случайно, именно в 12 лет проводили обряд совершеннолетия и давали взрослое имя. Возможно, просто видели, что тело вырастило полную структуру, а значит, пришла пора дать обновленному телу и следующее имя. Вот и вопрос к составителям индийского знания. Они не видели глубже или у них просто нет этих оболочек? То самое аурическое яйцо мы видим гораздо точнее. В нем 3 энергетические оболочки, каждая со своим строением, структурой наполнения и возможностями. Поэтому слово «аура» мы не употребляем, для нас это слишком широкое обобщение. Спас видит состав оболочек многопиксельнее. Сборка по Спасу формирует над головой энергетический орган – брыль. Создает его и пробужденный чакр белый, и отладка внутренних энергетических каналов. С точки зрения Спаса, именно такая форма и говорит нам о полноценном развитии энергетики человека. Это полностью раскрытая природой заложенная возможность быть человеком, открытым космическим жителем. Через брыль можно осознавать себя и действовать на многих вкладках своей мерности. Когда я впервые увидела брыль целиком, я удивилась сходством его с царской короной. Я вспомнила, что у Анатолия Максимовича Скульского в книге «Спас. Записки наблюдателя» у брыли есть второе название – «Корона». Книга рассчитана на видящих. Там очень примитивные иллюстрации, но это не случайно сделано. Это для того сделано, если вы видящий человек, то вы поймете, о чем речь. Если не видящий, для вас книга такая останется фольклором. То, что человек носит над своей головой как часть своих тонких тел, сформированную совершенно естественным образом, то цари носят как часть искусственную, которая сделана из грубо материальной природы, из золота, камней.
Мы считаем, что изначально человек действовал и видел на многих уровнях. И энергетика росла и формировалась совершенно естественным образом. Не требовалось ей запуск, тот ключ, который несет в себе спас, это как раз-таки запуск на формирование энергетики полной. Но ранее природа в этом не нуждалась. Она была полноценной, формировалась как нужно. И от видящего скрыть отсутствие брыля было невозможно. Поэтому наше одно из предположений, что корона, царская корона, служила ширмой, прикрытием отсутствия. Ну а снижение ценностей заставляло любоваться ее дороговизной, золотом, камнями. То есть переключение на другой вид ценностей, на материальный. Когда Екатерина короновалась, она ее несколько часов носила на голове. Даже спрашивали, не тяжело ли тебе, матушка? Ну, всю Россию на плечах держу, и корону уже подержу какое-то время, ответила она. Сама большая императорская корона была изготовлена в 1762 году специально для коронации императрицы Екатерины II. Требование заказчицы было только одно – символ высшей монаршей власти не должен весить более 2 килограммов. Два полушария символизируют две части света – Запад и Восток, объединенные границей Российской империи. Корона была оценена в 8200 рублей золотом. После Екатерины Великой эта корона возлагалась на головы всех российских самодержцев, вплоть до Николая II. Но только ли для маскировки нужна корона? Корона – символ царской власти, но почему она дает власть? Давайте рассуждать. Брыль – это и приемник, и транслятор, орган восприятия, естественный. Царская корона – это прибор для установки связи, искусственный. Значит, есть сила, которая воздействует через корону. Корона как прибор действует не только в момент ее ношения, а через установленную систему повторяющихся обрядов, связанных с короной, устанавливается постоянный контроль. Романовы – управление территорией, а корона – костыль для принятия решений. Техномагическое устройство подключения, переведенное в обряд. При соблюдении обрядовости приходило решение, активировались участки мозга. Власть Романовых – это порубежный договор. Поток, воспринимаемый через корону, был не от светлых сил. Видите, она значительно меньше, не так ли? Существенно меньше. Она была вот такой же высоты, примерно вот до сих пор, когда ее носил мой отец. Она была тогда огромной, да, очень громоздкой. Трудно носить такое, ведь бриллианты, по сути дела, камни и очень тяжелые. Да. К счастью, у нас с отцом почти одинаковая форма черепа, так что если ее надеть, она держится сама по себе. И вам приходится держать голову очень ровно, и нельзя смотреть вниз, читая речь. Приходится поднимать текст глазам, иначе шею сломаешь, и она упадет. Так что у корон свои недостатки, но в остальном они вещи довольно важные. Обряд венчания также проходит с использованием этого прибора подключения и управления. Если говорить о формировании брыля, то брыль – конструкция, одеваемая на белый чакр. Одевается линза, снизу выезжает труба, призма и перископ во все стороны, раскладывается на эфирно-кристаллические составляющие. Брыль не только прожектор в космос, уши брыля – внимание в горизонт. Через брыль мы вольны выбирать любые явления во Вселенной для контакта, исследования. Формирование по спасу – отрыв от пуповины матери. Человек обретает энергетическую цельность. Брыль можем подключать сами, куда посчитаем нужным для изучения, взаимодействия. Романовы не выбирали, к кому подключаться. Обрядовость была прописана для них с тех времен. Сейчас наступают такие времена, в которые мы приближаемся к тому источнику изначальному, который для нас родной, в лучах которого мы формировались в полную свою природную возможность. Мы раскрывались как световые существа. И сейчас происходит, что мы все более и более
осознаем себя как световые существа, мы утончаем свою природу, мы делаем ее многомерной, мы осознаем себя на многих уровнях, есть такая возможность. Я надеюсь, что даже в этом воплощении, в текущем, мы сможем преодолеть вот эти вот сложные условия и максимально раскрыть свою природу, максимально. Нас ждет великое солнечное преображение.